Привет, привет. Что, неважно, выгляжу? Да кто выглядит с утра хорошо? Просто не все себя снимают. Вчера к нам приезжали зрители. И мы с ними, как обычно, встретились. Вечерком, в самом центре. Практически на закате. Идут с огурцами. Привет! Привет! Сумасшедшие. Просто мы на машине. Поэтому взяли побольше. Как надо реагировать? Мы не знаем. Надо. Ребята, очень мило, креативно. Огурцы сами делали? Это огурцы наших соседей, они делали сами. Мы не занимаемся огурцами. Души прям решили подготовиться. Реально от души. Это просто катастрофа, друзья мои. Я это не съем вообще все. Как я уже сказал, день заканчивался. Был такой чудесный вечер. Такой теплый ветерок. И мы решили просто прогуляться по парку. К нам приехали наши зрители, Сергей и Марина из Подмосковья. Вы видели, сколько всего вкусного они нам привезли. Приехали они на автомобиле, проделав целых 2000 километров. Представляете? Ну и как вам здесь? Замечательно. Отлично. Главное, говорят, что здесь тепло и не идут дожди. Мы попрощались. И в тот момент, честно говоря, никто не думал о том, что мы через день снова встретимся, потому что направления наших путешествий совпадут. Друзья, что же вы с нами делаете? Действительно. Ну, мы никогда не похудеем. Ну, никогда не похудеем. Ну, как можно отказать себе вот во всем этом? Сергей, Марина, спасибо большое. Мы даже не знаем вообще, как реагировать. Спасибо. Особенно баночка огурцов порадовала просто. Это очень креативно. Друзья, не надо, только не напрягайтесь, не пытайтесь повторить это, не пытайтесь, пожалуйста. Ребята ехали на машине просто. Вот. Спасибо большое. Очень все вкусно. Спасибо. Спасибо. You are everything I never knew I always wanted. И мы отправились вместе в Кутну гору, потому что здесь каждый год в конце июня происходит удивительный праздник, который называется Краловское Счипчение, королевское посеребрение. В эти дни, это происходит в течение 2 дней, город словно погружается в начало 15 века, когда он был на пике процветания, ведь здесь добывалось серебро. Сюда приезжает король Вацлав IV со своей супругой, свитой, и атмосфера средневековья здесь просто повсюду. Люди одеваются в средневековые костюмы, происходят рыцарские турниры, всевозможные концерты. Незабываемая атмосфера, вы обязательно должны рассчитывать, когда поезжаете в это время в Чехию, посетить этот праздник.
не очень повезло. Мы приехали, к сожалению, уже после обеда. И король со своей свитой уже прошел по улицам. Нам оставалось только погрузиться в эту атмосферу. И все-таки мы встретили короля, который прошел по улице совершенно так как-то невзначай, с какими-то указами, наверное, или еще чем-то. Вот, кстати, он. Но все-таки одно шествие нам удалось увидеть. Это шествие, когда заключенных ведут на суд. День был в самом разгаре, и мы отправились отведать сорбету и мороженого на центральную площадь города Падебрат, который находился по пути. Здесь мы встретили Алексея и Оксану, наших зрителей из города Пензы. Их сын поступил в высшее учебное заведение Чехии. Поздравляем! Дальше мы отправились, как вы думаете, куда? На Махово озеро, дорогие мои. На Махово озеро. Танюш, как водичка-то? Шикарная. Вот стою и меня ломает. Купаться мне или не купаться? И вот, знаете, женщины меня поймут. Вот если я искупаюсь, то мне потом волосы будут некрасиво лежать, у меня тушь потечет. Все-таки как-то спонтанно мы сюда приехали. Как тебе здесь, девица? Отлично. Отлично. Это маки, друзья мои. Те самые маки. Мы нагулялись, друзья мои. И я решил расспросить нашего гостя, Сергея, о том, каким он образом добрался до Праги из России. Добрался я на автомобиле, на своем автомобиле. Марки Запорожец. Марки BMW. А что, не страшно ехать-то вообще далековато? Сколько у тебя там получилось километров? У меня получилось в районе 2000 километров от МКАДа до Праги. Ехали мы через Минск, Варшаву. Ты останавливался, то есть ты первую ночевку делал уже в Польше, я так понимаю. А в каком месте ты делал первую ночевку? Мы остановились в Варшаве, это удобнее всего, потому что самый оптимальный перегон получается от Москвы до Варшавы. Ну, обычно, я слышал, вообще до Варшавы, честно говоря, не доезжают, а где-то даже раньше останавливаются, потому что уже ты достаточно большой промежуток ты сделал. Очень много времени. Сколько километров, скажем так, до Варшавы получилось? До Варшавы получается 1400 километров. Ну, это такой перебор, на самом деле, на грани, потому что даже вот по своим личным ощущениям, вот 1200, это уже, ты начинаешь, тебя в сон начинает уже клониться. Мы долго в этот раз проходили границу, границу мы проходили в Домачево, Брестский мост в этот раз был очень сильно загружен. Вот. И, собственно, в этот раз очень долго мы ехали, это не первое наше путешествие, 18 часов мы ехали до Варшавы.
В Варшаве, почему мы ехали до Варшавы? По той причине, что Там трасса сделана скоростная, наверное, да? Варшава стоит вся в пробках. И лучше всего доезжать до Варшавы и рано утром, где-то часов 6, выезжать с Варшавы, потому что можно застрять в пробках в самом городе. Пробки очень такие жесткие в Варшаве. Собственно говоря, к чему речь-то? Друзья мои, не бойтесь ехать на машине, это не так страшно, а если вы находитесь в количестве более чем 2 человека, это просто даже финансово оправдано, потому что, деньги, потраченные на бензин, будут существенно меньше, чем деньги, потраченные на билеты. Но это все зависит от того, какой расход. Если у вас, конечно, не 25 литров на 100 километров, то, в общем-то, добраться не так сложно. Ну, конечно, Сергей, они экстремалы, что они за 1400 проехали. На самом деле можно остановиться чуть раньше, не боясь. Просто, вы знаете, он боялся, что его машину камнями в Польше закидают, побьют стекла, как рассказывает российская пресса. Вот. И поэтому решил не останавливаться вообще, но не выдержал. Все-таки заночевал в Польше. Признайся честно. Признайся. Бампера на месте. Стекла на месте. Никто не бил. Ну и потом, если у вас водителей несколько в машине, то это вообще супер, потому что он рулил один. Да, вот руль не давал своей супруге ни под каким соусом. Не доверяет. Не доверяет. Ну что, скажи, Серега, понравилась тебе Чехия? Да, мне Чехия очень понравилась. В этот раз я ее открыл по-новому. Прекрасные государства с прекрасными жителями. Это мы жители. Это мы жители. Владимир, Стадионы, жители Чехии. Мариночка, а ты что скажешь нам? Я хочу вернуться поскорее. Она хочет вернуться поскорее. Да, куда? да, Домой? да, Домой или в Прагу? Да, конечно, Ты же еще не Прага. уехала, ты еще 2 дня здесь будешь. Мне не хочется уезжать вообще. Хочется остаться. Или вернуться побыстрее. Мы привыкли к Чехии. Мы привыкли уже. Вот ведь как бывает, друзья. Время шло к закату, и мы не могли не заехать в город Мнельник, ведь отсюда открывается такой потрясающий вид на закат. Такую горку часто устанавливают в Чехии на наклонных улицах. Она может быть очень-очень длинной. Так здорово. Мы говорили уже пока-пока на самом деле, но мы решили еще раз сказать пока-пока. Ребята едут в Москву завтра, все. Так жалко расставаться. Ну, в с смысле, хорошими они людьми. в Подмосковье, да. Очень Хорошей вам жалко. дороги. Спасибо. вам дороги. Спасибо. Пока-пока. Пока. Пока. День был правда чудесный. Жаль, что он закончился.